Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными технологиями. Видео с водородными технологиями не выходит, потому что все в процессе, где-то здесь появятся текущие мои дела по водородным делам. А также БТГ, который я собирал, я уже его закончил почти. Осталось там расставить эти магниты и проверить, будет он работать или нет. Процесс работы с ним где-то здесь тоже появится в видео, коротенькое. И как только соберу, обязательно выпущу полный ролик, расскажу, получилось у меня, не получилось. Если не получилось, почему, может быть, вы мне дадите какой-то хороший совет. Ну, а с вами сейчас мы познакомимся с очень талантливым изобретателем. Зовут его Сергей Васильевич, и он собрал одну очень крутую штуку. Да-да, друзья, это рубрика «Шаг новатора». Поехали! Здравствуйте, Сергей Васильевич. Добрый день. Честно, удивлен был, когда увидел ваше изобретение на одном мероприятии. И очень классно, что появилась возможность рассказать и показать вас на моем YouTube-канале. И очень хочется услышать, что это, как вы к этому пришли, и посмотреть его в действии. На самом деле, согласитесь, очень необычно видеть довольно легкий какой-то каркас на теле, но при этом понимать его уникальную особенность. Сейчас Сергей Васильевич нам все расскажет. Ну, на мне пассивный экзоскелет. Разработка его велась, наверное, где-то год, именно вот этой модели. До этого были другие модели. Занимаюсь разработками экзоскелетов с 2005 года. Что интересного. Ну, когда я начинал, слово экзоскелет многие не знали и не слышали. И когда я говорил о том, что я делаю, люди в недоумении, что это такое и для чего. Ну, вот сейчас уже больше людей, конечно, знают, понимают. Вот, и тема вроде бы становится интересной. Это пассивный экзоскелет, который не требует электроэнергии, у него нет электромоторов или гидроприводов каких-то. Он работает только за счет энергии самого человека. Его основная функция – это он снимает вертикальную нагрузку от того груза, который человек переносит на себе. То есть если длительное время нести тяжелый груз, это для организма тяжело. И нести неприятно, и происходят деформации межпозвонковых дисков, суставов. Вот эта конструкция нам позволяет снимать такое неприятное явление и нести грузы намного проще, комфортнее, удобнее. Я думаю, что эта вещь будет полезна и спортсменам, и людям, которые во время реабилитации нужно перенести какие-то грузы, пенсионерам, да и просто в походах обычным гражданам тоже пойдет очень хорошо. Это какая по счету модель? Ну, это, наверное, где-то уже пятая. Их было много, какие-то сразу уходили в корзину, но они позволяли все-таки накапливать опыт конструкторский и понимание того, что правильно, что неправильно. Так вот уже не первая модель, да. Еще вопрос такой.
сколько он способен вынести на себе массу или насколько разгрузить вас? Я далек от этой терминологии и понимания. Ну, первоначально, когда я начинал заниматься разработками, я себе поставил цель, что 50 килограмм. Это тот груз, которым еще в принципе можно оперировать человеку, можно носить, можно и больше сделать, но там проблема уже получается в неуверенном удержании большого груза. Если взять, например, там 100-150 килограмм, ну да, человек сможет стоять, если на него повесить, и сможет даже, если не торопясь, идти где-то по ровной местности, но если где-то подвернется нога, еще что-то споткнется или не сможет при разгоне удержать всю эту массу, человек упадет с этим грузом и может получить травмы, вплоть до того, что несовместимые с жизнью. Поэтому ограничения есть. То есть это принципиально вот до 50 килограмм. Хотя бывают проблемы, когда нужно и больше переносить. Это вот, скажем, при работе МЧС или в войсках, где нужно переносить травмированного человека, ну, человек не 50 килограмм, обычно они все тяжелее, особенно если он в каком-то снаряжении, то там и до 100 килограмм может дойти. То есть вот кратковременно экзоскелеты не позволяют переносить такие грузы большие, но вообще-то мы рассчитываем вот, до 50 килограмм. Вот именно вот эта модель проектировалась под груз до 30 килограмм. Вот тут очень легкие пластики, недорогие, фанера здесь используется. А эту модель можно приспособить под больший вес, если изменить материалы. То есть если использовать композиционные материалы, сделать большее сечение деталей, то можно и большие веса носить, позволяет. То есть и при этом достаточно комфортно себя ощущать. Такой вопрос. Если человек других габаритов, каждый экзоскелет позволяет трансформировать его под габариты там, шире, выше, ниже? Да, конечно. Самый первый экзоскелет, который был представлен на выставке, даже не так, не то, что именно этот, а который прототип той модели, она была нерегулируемая, то есть там я делал конкретно под себя, с тем, чтобы вот удобно, неудобно было, и я его показывал. Потом тоже стали делать регулируемые, и в этом плане хорошо, хотя все равно есть ограничения по росту, например, нельзя для человека 150 сантиметров ростом и 2 метра 10, там слишком большой разбег, и поэтому очень большие вот эти вот регулировочные длины неудобно. Поэтому желательно делать, скажем, там, два, можно 3 типа размера, и в них уже, чтобы были регулировки, скажем, от 150 до 170, например, да, и там можно делать. Но при этом вот общий рост брать тоже не совсем хорошо, потому что взять 2 человек, которые, скажем, 1,80 м ростом, они по росту одинаковые, но одного ноги длиннее в 1,5 раза могут быть более длинные голени, более короткие бедра, и наоборот, длинный корпус или короткий, поэтому по росту это еще не совсем правильно, да, вот тут надо смотреть по конкретным вот тем частям, которые соответствуют деталям экзоскелета, и смотреть и настраивать. А тогда, то есть он позволяет, вот именно вот у этой модели, к примеру, здесь можно где-то на 12 сантиметров удлинить голень, здесь сантиметров на 18 можно бедро увеличить, и сантиметров, наверное, на 20 увеличить корпус. Ничего себе. И такой вопрос, проводили ли вы эксперименты с людьми, которые после каких-то травм, после каких-то болезней начинают ходить, и помочь им более уверенно и более оперативно вернуться в жизненный строй и полноценно функционировать? Нет, вот именно с этой категорией мы не работали. У нас в свое время была работа для Министерства обороны, и мы испытывали образец пассивного экзоскелета, и там проводились испытания в разных частях, и как выявились там как и минусы, так и плюсы пассивного экзоскелета. И там, да, испытания проходили. Проходили испытания и по медицинскому направлению, положительное заключение было. Вот именно с реабилитацией нет, к сожалению, пока еще не проводили. Но я сам, можно считать, на реабилитации, поскольку у меня повреждения есть, и я хожу с грузом, и при этом себя чувствую нормально. Масса. Вот непосредственно экзоскелета, который на вас сейчас... 4 килограмма. А как вы к этому пришли? Это очень интересный вопрос. Я в свое время занимался альпинизмом, и как-то летом в Крыму лазил по скалам, занимался скалолазанием.
залез не туда, куда надо, сорвался, упал, повредил позвоночник, ноги, и для меня дорога в горы получилась закрытой. Думал реабилитироваться и продолжить занятия, которые нравятся, но нет, не получилось. Вот. А со временем назрела мысль, что все-таки надо попробовать что-то делать, да, и решил сделать устройство, которое поможет мне для переноса тяжести вот, при движении в горах. Вот. И потихоньку начал к этому идти. И в 2005 году решил заняться этим направлением, создал компанию «Транспортные шагающие системы». Вот. И вначале я работал один, потом пытался нанимать людей, но в основном-то все равно все как бы соло это все шло. Вот. Получил патент в 2013 году. Ну да, вот как раз патент я получил и поучаствовал в выставке «Комплексная безопасность». Это международная выставка на ВДНХ проходила. Вот я думал, после этого меня с руками оторвут, завалят С заказами, да, будут просить лицензии. Нет, ну да, спрашивали, но это не особо как-то повлияло на мою дальнейшую жизнь. То есть я продолжал заниматься самостоятельно как бы всем этим делом. А потом связался с компанией, ну как связался, меня нашли, предложили совместно разработку, осуществлять финансирование, заинтересовало, мы вместе работали, это была компания ГБ Инжиниринг. Вот, и мы тогда как раз создали образец экзоскелета для Министерства обороны. Вот, проводили испытания, все хорошо, нормально, но, к сожалению, компания занималась разработками на свои деньги, и когда получилось тяжелое финансовое положение у компании, закрылся этот проект в том числе. А тестировали, какие ли тесты проводили? То есть кросс, там что-то сверхусловия? Нет, не сверхусловия были как бы стандартные условия вот, для военнослужащих, то есть проводились вот на полигонах, люди ходили с тем снаряжением, которое там было у них прописано, ходили и с минометом, с автоматическим гранатометом, с крупнокалиберным пулеметом. Вот в этом году у нас проходила выставка в парке «Патриот», и там Министерство чрезвычайных ситуаций проводило выставку. И их заинтересовало наше изделие, то есть им это интересно направление, поскольку пожарный в очагах возгорания, он там и со снаряжением перемещается, и там задымление большое, очень тяжелая нагрузка физическая. И если можно будет снять вот часть этой нагрузки с пожарного, это будет, конечно, хорошо. То есть в этом плане вот тоже можно продвигаться и развивать наши экзоскелеты. А будете ли вы совершенствовать вашу конструкцию? И какие изменения новые вы бы хотели внести в будущем? Но можно посмотреть далеко вперед, можно на ближайшую перспективу. А тогда, конечно, так, чтобы стоять на месте, не получается. Приходится даже себя ограничивать, потому что лучший враг хорошего. И можно улучшать до бесконечности и ничего не запустить в производство, на продажу. Конечно, мысли есть, что можно улучшить, что можно изменить, какие новые материалы использовать или какие-то другие принципы, по которым строится базовая модель. Очень хотелось бы сделать так, чтобы, к примеру, человек каждый раз не настраивал на себя экзоскелет, то есть пришел новый человек, и на него нужно настраивать. Вот, а ты одеваешь экзоскелет, и он на тебя настраивается сам, как в «Железном человеке». Думаете, это возможно будет? Ну, когда-нибудь, конечно, если будут очень маленькие и мощные источники питания, маленькие и тоже мощные электродвигатели. Ну, с двигателями-то проще, конечно. Вот, в основном это все на питании тормозится. А так, конечно, можно делать. Там никаких принципиальных сложностей нет, чтобы вот получалась автоматическая регулировка, настройка под конкретного человека. Просто нужны будут датчики, источники питания, электродвигатели, маленькие редукторы, которые позволяли бы все это двигать. И да, это реально сделать. А если заглянуть еще дальше в перспективу, то там уже даже экзоскелеты будут не нужны, потому что если мы будем знать принципы антигравитации, то уже экзоскелеты и машины будут не нужны. А если будем пользоваться телепортацией, то еще будет круче. Не, я к тому, что вы все-таки планируете усовершенствовать, конечно, и механизмы обязательно должны будут присутствовать. Хотя... А мы предполагаем, что будем делать и
модули, то есть у нас модульная конструкция, которая позволяет, к примеру, отщелкнуть ту стопу, которая сейчас есть, и можно будет вместо нее поставить стопу, которая позволит человеку с грузом не просто идти где-то шагом, а можно было бы бежать, скажем, марафон, и при этом вот вся нагрузка все-таки приходилась бы, ну, большая часть на экзоскелет, а не на то, чтобы когда идет работа стопы, вот с этой стопой бегать нельзя. То есть она этого не позволяет. Или, например, для такелажных работ нужны специальные модули, которые позволят комфортно наклоняться, поднимать груз и при этом не перегружать спину. Можно делать дополнительный модуль, например, ну, навскидку, зонтик, чтобы у тебя ты идешь, сильное солнце или дождь, ты просто откидываешь у себя элементы, он тебя защищает. Не надо, ты его убрал, как бы идешь дальше. Могут быть модули, которые позволяют человеку, попавшему в воду, случайно упал в воду, и тут же включается у тебя система надувания какой-то емкости, какой-то подушки, и ты держишься на плаву, то есть чтобы была положительная плавучесть. Возможно, защита при падении, как вот сейчас есть разработки, я знаю, для мотоциклистов, когда человек начинает падать и включается система вокруг его головы, защитная подушка, и защищает шею, голову человека от травм. То же самое можно и на экзоскелете делать. Массу можно придумать вещей, которые вот позволят делать экзоскелет, настраивать под конкретного человека, под конкретные задачи. То есть можно набирать, то есть идешь в магазин и покупаешь не просто экзоскелет, а набор модулей, из них собираешь то, что тебе нужно. То ли под больший вес, то ли для такелажных работ, то ли для того, чтобы быстро перемещать какие-то грузы, к примеру, можно тележку прищелкивать к себе. На эту тележку можно, наверное, уже и 200 килограмм нагрузить, лишь бы можно было это все тащить. Но если поставить модуль, который еще будет и крутить колеса, тогда она и сама ехать будет, только управляй ею. Ну, как-то так. То есть вот сейчас у нас идет тенденция к тому, чтобы экзоскелет был модульным. И чтобы эти модули можно было менять в зависимости от поставленной задачи. Очень интересно. А мы можем сейчас с вами протестировать, проверить какую массу и насколько комфортно ходить с грузами? Да, единственное, что это прототип, это не действующий экзоскелет, это именно макет, да? Но он позволяет переносить на данный момент где-то вот до 25 килограмм. Так что вот какие-то грузы можно, да, и посмотреть, как при этом меняется осанка, какие ощущения появляются. Но если стоишь, то груз, когда цепляют, он не ощущается. Он ощущается уже в процессе движения, вот, особенно по пересеченной местности. Ну а так все довольно комфортно и хорошо. Давайте проверим. Мы заранее захватили водички. Сейчас мы проверим, насколько это легко, комфортно. Сейчас увидим в деле. Мы взяли 4 бутылки, по 2 бутылки в каждый из рюкзаков. Вот раз и два. И сейчас эти 20 литров мы оденем на прототип экзоскелета. Вот первый рюкзак. Опа. Так, сейчас давайте я вам помогу. Ну, тут нет. Да, тут, вы самостоятельно. Тут есть специальный крючок. Ну да, то есть у нас лямки никак. Вот, видите, получается, что сейчас весь груз не на человеческих плечах, лямки свободные, а уходит нагрузка на экзоскелет. И вот как раз это самое интересное, принцип работы. Почему он должен быть удобный? Потому что масса отсюда распределяется по всему экзоскелету и уходит туда вниз. И сейчас нам даже правильно подскажут, как это называется. И принцип вот этого вот разнесения. Расскажите буквально в 2 словах. Но у нас вертикальная нагрузка, которую создает груз, она уходит на наш крюк, идет по элементам, по нашим консолям, уходит вниз на стопу, но мы уже упираемся стопой, и все это уходит на землю. То есть вертикальная составляющая, она уходит вся на поверхность, на которой мы стоим. И только вот некоторые части усилия, там, силы от груза, она приходится на то, чтобы человеку совершать какую-то работу, да, то есть чтобы колени не сгибались, нужно их держать разогнутыми, чтобы наклон тоже, вот эта мышца держит, а так в основном-то, конечно, разгружается.
То есть вы сейчас прям вот 10 литров, Вот которого сейчас я за спиной, стою, ну, что они есть, что их нету, как бы без проблем. то есть не ощущается? Нет, нет, нет. И тяжело бывает поймать момент, если тебе кто-то помогает вешать груз на спину, на крюк. Не всегда улавливаешь момент, что тебе уже висит этот груз, то есть нет этого ощущения, что вот тебе уже повесили. И только когда начинаешь наклоняться, начинаешь двигаться, тогда ты ощущаешь, что есть дополнительная масса, инерция, которая сопротивляется перемещению. Не, ну вы бодро, ходите бодро. Если одевать в первый раз, нужна адаптация, потому что непривычно, как новая одежда, да? То есть где-то жмет, где-то давит, к этому нужно привыкнуть. И когда привыкаешь, тогда все комфортно чувствуешь, и если длительно двигаешься в экзоскелете, то забываешь о том, что он на тебе одет, то есть уже нет ощущения, что где-то что-то давит, что-то мешает, что-то не так. Ну, выглядит, как будто вы не нацепили на себя 10 литров. Да, да, да. То есть я бы и с 50 килограммами точно так же ходил. Когда у нас испытывался экзоскелет под 50 килограмм и с грузом тоже ходили, то тут тоже такие же ощущения. Классно смотрится. Я бы даже хотел попробовать. Я попробую сейчас. Сергея Васильевича попрошу. Он мне объяснил, что это тяжело сейчас настроить под мой рост, под мою длину ног и так далее. Но мы сейчас буквально попробуем, импровизируем и попробуем на меня это все дело одеть. И я попробую вам передать ощущение, каково это ходить с экзоскелетом. Ну что, друзья, мы сейчас, не прямо идеально под меня собрали экзоскелет, под мои формы, габариты и так далее. То есть на скорую руку, чтобы просто почувствовать, что это такое. И самое удивительное, сразу же мне 10 литров воды, то есть порядка 12 килограмм, на мне сейчас висит. И хотите верить, хотите нет, вообще не чувствуется. Ну вот, без всяких шуток, стою и стою, да, чувствуется каркас. Я даже могу ногу поднять, получается. Ну, а вот когда ногу поднимаешь, прям можно баланс потерять. А так, в целом, когда стоишь, вообще никаких нагрузок. Я могу ходить. Повторюсь, не подгоняли под меня индивидуально. То есть сейчас накинули, мы приблизительно с Сергеем Васильевичем одного роста. Как-то вот поднастроили слегка. Ну, мне просто интересно было попробовать, что это такое. И ощущение очень. Во-первых, просто само по себе ощущение, даже без груза, без всего, когда одевают экзоскелет, чувствуешь себя совсем по-другому. То есть вот эти вот шарниры, они прямо такие интересные. То есть такой как астронавт такой. Вот. Ну и при этом довольно комфортно. То есть можно спокойно там назад ходить, вперед. И 10 литров сзади, которые вообще просто, действительно, каркас экзоскелета забирает эту массу, и вы ее не чувствуете. Очень крутая штука, очень необычно. Блин, вообще очень классно. Советую попробовать. Вообще классно. Хочется, если прям донастроить, действительно куда-то прям далеко пойти, там, с этими габаритами, куда-то прямо вот подальше. Вообще круто, блин. Вот реально. Ну что, друзья, контакты, координаты Сергея Васильевича будут снизу под видео. И если вам нравится рубрика «Шаг новатора», то обязательно подписывайтесь. И я буду для вас искать еще не менее талантливых изобретателей и общаться и знакомиться с ними. Вот. А Сергею Васильевичу хочу сказать спасибо. Блин, реально очень круто. Очень круто, мне очень понравилось. Ребята, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Пока-пока.